Всем привет! Вы на канале Красота и Бисер. И сегодня я вам представляю вот такое великолепное, шикарное колье из бисера и бусин. Зеленое с черным и подчеркнуто бронзовыми бисеринками, коричневой в виде бронзы. Можно, конечно, было поставить сюда и желтенький, и золотой бисер. Все это очень хорошо сочетается друг с другом и получается вот такое шикарное колье. Я сделала этот ажур и вплела между ними бусины. Ажур доходит где-то до плеча. Дальше идут бусины, подчеркнутые ажурными бисерными столбиками. И смотрите, под бусиной соединение идет просто бисером отделочным. Дальше идут несколько бусин. И в самом центре подвески в виде бусин большего и меньшего размера, соединенных между собой. Как я уже и говорила, подвески можно поставить в большем количестве или вообще их не ставить. И также ажур можно выполнить вокруг всего колье. Тоже будет красиво. Все на ваше усмотрение. Идей много. Может, какая-то вам и подойдет. Если вам нравится колье, приглашаю, подписывайтесь, кто не подписан. Я очень рада всем, кто со мной. И давайте приступим, выполним это прекрасное украшение. Для этого украшения я использовала бисер чешский, зеленый, вот такой номер, черный для отделки, и коричневый я взяла, он под бронзу немного, вот такой номер. Его понадобится немного, но я решила оттенить украшение. И также бусины 6 миллиметров, черные граненые. Игла номер 12 в 2 нити и черная мононить. И начинаем с застежки. Я беру колечко, 2 иглы одеваю на нить, нахожу середину этой нити и провожу петельку в колечко. И завязываю узелочек на кольце, чтобы нам можно было начать плетение. Вот так. На любую иглу набираем одну зеленую бисеринку и вторую проводим в нее же. Игла по направлению первой иглы, для того чтобы у нас 2 нити одновременно прошли через эту бисерину. И подводим ее к колечку, вот так. На одну иглу набираем 6 бисерин, на вторую 2. И проводим иглу, на которой 2 бисерины, в 4 бисерины. Снова набираем на одну иглу 6 бисерин, на вторую 2. И также иглу, на которой 2 бисерины, проводим в 4 бисерины иглы, которая рядом. На левую иглу набираем 2 бисерины и бусину, а на правую набираем 3 бисерины. И проводим иголочку в бусину, делая в ней перекресток 2 игл. На иглу, которую мы набирали 2 бисерины, она у нас будет левой, а на которую мы набирали 3 бисерины, будет правой. Дальше продолжаем. На левую иглу набираем 6 бисерин,
а на правую 3. И проводим правую иглу в 4 бисерины левой иголочки. Вот так. На левую иглу набираем 6 бисерин, на правую 2. И проводим в 4 бисерины левой иглы. Вот так. Еще раз набираем на левую иглу 6 бисерин, а на правую 2. И проводим иглу в 4 бисерины левой иголочки. Вот так. На левую иглу набираем 2 бисерины и бусину, а на правую иглу набираем 3 бисерины и делаем перекресток в бусине. Вот так. На левую иглу набираем 6 бисерин, а на правую 3. И снова проводим правую иглу в 4 бисерины левой иглы. Вот так. И так дальше плетем до необходимой длины. Обратите внимание, у нас между бусинами по 3 столбика, которые состоят из 4 бисерин. И вверху у нас возле бусины по 2 бисерины, это будет верх колье, а внизу бусины по 3 бисеринки, это будет низ колье. Мы добавляем по 3 бисерины для закругления колье. Я закончила первый ряд и набрала 25 бусин. И в конце, после второй стойки из 4 бисерин, я набрала по 2 бисеринки и одновременно прошла иглой в одну бисерину и прикрепила карабин, чтобы было как и в начале. И теперь можно приступать к отделке. Берем ниточку, одеваем на оба конца иглы и проводим в первый столбик после петельки. Вот так. Одна игла идет вниз, вторая вверх. И у нас первая идет оформление горловины. Теперь этой иглой, которая выходит из столбика вверх, мы проходим иголочкой в 3 бисеринки. Вот так. Набираем черное, коричневое, черное. Пропускаем с этой стороны бисеринку возле бусины и вторую с другой стороны. И во вторую вот так проводим иглу. И еще в одну бисеринку с другой стороны столбика. Вот так. Снова набираем черное, коричневое, черное. Одну бисеринку возле столбика пропускаем с этой стороны и с другой. И проводим иглу в 2 бисеринки над следующим столбиком. Вот так. Дальше набираем также черное, коричневое, черное. 2 бисеринки над бусиной пропускаем и проходим в 2 бисерины возле столбика. Вот так. И у нас получается отделка по 3 бисеринки над бусиной и над центральным столбиком. И так проходим весь ряд, добавляя по 3 бисерины. Когда подошли к концу ряда, мы иголочкой проходим также в 4 бисеринки стойки и переходим на оформление низа колье. Здесь мы возле 6 бусин сделаем такую же отделку. Единственное, что мы будем проходить не через 2,
как вот здесь мы вверху проходили, а через 3 бисерины, так как у нас возле бусины внизу 3 бисерины. Вот в начале, чтобы подойти к нужным бисеринкам, я прохожу 4, набираю черную, коричневую, черную и прохожу дальше в 3 бисерины, пропуская 2 бисерины возле бусины. Вот так. Дальше мы также набираем черная, коричневая, черная. И над третьим столбиком, над средним, 2 пропускаем и проходим в 3. Вот так. И так возле 6 бусин с этой стороны, с нижнего края, и иголочкой, которая у нас осталась от начала, тоже возле 6 бусин сделаем такую отделку. А центральную часть будем делать по другому мотиву. После 6 бусины подошли к среднему столбику. И теперь мы набираем 3 зеленые бисеринки, 2 над столбиком пропускаем, проходим вторая, которая была возле столбика, 3 бисерины возле бусины с этой стороны, дальше 3 бисерины, я сейчас протяну нить, 3 бисерины с другой стороны бусины и 1 бисеринка над другим столбиком. То есть мы проходим 8 бисерин. 1 над столбиком, 6 возле бусины и 1 над другим столбиком. И теперь снова набираем 3 зеленые бисерины под следующим средним столбиком и также проходим иглой остальные 8 бисерин. 1 возле столбика и 3 возле бусины, снова 3 возле бусины и 1, 8. И опять набираем 3 зеленые бисеринки под средним столбиком. И так проходим весь ряд до столбика после 6 бусины с другой стороны. Когда закончили добавлять по 3 зеленых бисеринки внизу, у нас колье имеет вот такой вид на данном этапе. По 6 бисерин у нас окружены такой же отделкой, как и вверху горловины, а дальше у нас будет центр колье, который мы будем украшать лепестками. Я оставила себе по 6 бусин, а от плеча, получается, будет идти уже отделка. Это уже на ваш вкус, можете оставить больше, можете меньше, можете вообще сделать все колье лепестками. Это вы уже решите для себя сами. И вот, смотрите, у нас выходит ниточка. Если мы шли вот так, добавили последний раз 3 зеленых бисерины, нам нужно обойти круг по бисеринам, по бусине вверх, по бисеринам и по столбику вернуться вниз, для того, чтобы нить выходила из бисерины после столбика перед 3 нашими добавленными бисеринами. Вот как я вышла. Набираем на иглу 4 зеленых, черная, коричневая, черная и 4 зеленых. Подводим к плетению и теперь иглой захватываем нить между первой и второй из 3 бисерин набранных.
и возвращаемся иголочкой в 4 бисеринки из всего этого набора. Подтягиваем, и у нас получается первый лепесток. Вот так. Дальше набираем 2 зеленые, черная, коричневая, черная. И делаем вершинку среднего лепестка. Возвращаемся в коричневую. Дальше набираем 1 черная и 6 зеленых. И захватываем ниточку между следующими 2 бисеринками из 3 набранных в предыдущем ряду. И также возвращаемся в эти же бисерины, в 4 штучки зеленые. 3. Подтягиваем, и у нас получается средний лепесточек. Набираем черная, коричневая, черная и 4 зеленых бисеринки. И иголочкой захватываем нить между 3-й бисериной и бисериной, которая возле столбика. И возвращаемся в 4 бисеринки. Подтягиваем, и у нас 3-й лепесточек. Теперь переходим к следующим 3 бисеринам под очередным столбиком. Для этого набираем 1 зеленая, черная, коричневая, черная. Делаем вершинку, возвращаемся в коричневую. И набираем 1 черная и 5 зеленых. Захватываем ниточку между первой из 3 зеленых бисеринок и бисериной под столбиком. И возвращаемся в 4 бисеринки. И дальше повторяем все, как начинали с первого лепестка. Первый лепесток под этим столбиком черная, коричневая, черная и 4 зеленых бисеринки. И захватываем ниточку между первой и второй из 3 зеленых бисерин. Вот так. И возвращаемся в 4 зеленых. Подтягиваем, и у нас первый лепесток в этой группе под этим столбиком. И так дальше продолжаем заполнять наши столбики. Я соединила лепестки под бусинами, как я вам и показывала, 3 раза под 3 бусинами. И затем под 2 бусинами я добавила в соединении еще бусинку. Смотрите, вот после коричневой у меня идет здесь черная, а здесь я вставила бусину и коричневую бисеринку. И дальше вернулась и также все делала, как и здесь я вам показывала. А по центру под 3 бусинами я добавила еще 1 бусину в
соединении 8 миллиметров и соединила ее, добавив 4 зеленых бисеринки и одну черную между бусинами разных размеров. Вот центральная бусина, средняя по центру. Я покажу, как я добавляла бусинки. Смотрите, выходит ниточка из последнего лепестка. Сейчас у нас соединение. Набираем на иглу зеленая, черная, коричневая, бусина 6 миллиметров, коричневая. По центру я добавила не 4, а 6 зеленых бисерин, черная, коричневая, бусина 8 миллиметров и коричневая. Подвожу это все к плетению и возвращаюсь назад в бусину 8 миллиметров и коричневую. Вот так. Дальше набираю черную бисеринку и 6 зеленых. И провожу иглу. Коричневая, черная 6 миллиметров и коричневая. И дальше продолжаем все как обычно. Набираем черная и 5 зеленых. И захватываем нить между бисериной под столбиком и первой из 3. Вот так. Возвращаемся назад в 4 бисеринки. Подтягиваем и дальше продолжаем, как и до этого. Под следующей бусиной сделаем тоже 2 бусины 6 и 8 миллиметров, но уже будем набирать не 6 бисерин, а 4. Дальше под 2 бусинами добавим в соединении по бусине 6 миллиметров и под 3 бусинами сделаем просто обычное соединение, и у нас колье будет закончено.